Каждый из нас бывал в ситуации, только что держал ключи в руках, а через секунду уже не помнит, куда их положил. Или встретил знакомого, а имя его вылетело из головы. Память подводит, говорим мы. Но на самом деле память — это не одна суперспособность, а сложный процесс, который можно понять и улучшить. Давайте разберемся, как же наш мозг запоминает информацию и что такое та самая рабочая память, которую все советуют тренировать. Как же мозг запоминает? Весь процесс состоит из 3 шагов. Представьте, что наша память — это работа с документами в офисе. Сенсорная память — молниеносный сканер. Это первый и самый краткий этап. Глаза, уши и другие органы чувств постоянно получают тонны информации: шум машин за окном, ощущение одежды на коже, изображение экрана перед вами. Вся эта информация задерживается в сенсорной памяти на доли секунды, как будто вы проноситесь по коридору мимо множества дверей. Большая часть этой информации тут же стирается, чтобы не создавать информационный шум. Но если что-то привлекло ваше внимание, информация переходит на следующий этап. Рабочая память — письменный стол сознания. Это наш мысленный блокнот или оперативный стол. Сюда попадает то, о чем вы думаете здесь и сейчас. Например, когда вы пытаетесь в уме сложить цифры 27 и 45, удержать в голове номер телефона, пока ищете телефон, или следить за сюжетом фильма. Емкость ограничена. Классический пример. Большинство из нас может удержать в уме от 5 до 9 единиц информации, например, цифр или слов, одновременно. Она хрупкая. Любое отвлечение, кто-то окликнул, пришло сообщение, и информация со стола падает и теряется. Поэтому мы так часто забываем, зачем пришли в комнату. Долговременная память — гигантский архив. Это хранилище наших знаний, воспоминаний и навыков. Туда попадает все, что мы выучили: столицы стран, как кататься на велосипеде, воспоминания о первом школьном звонке. Ключ к переносу информации из рабочей памяти в долговременную — это повторение и осмысление. Когда вы долго обдумываете идею или несколько раз повторяете правила, мозг понимает: это важно, надо сохранить, и отправляет данные в архив. Следовательно, чтобы что-то надежно запомнить, нужно успешно провести информацию через все 3 этапа, не дав ей потеряться на рабочем столе. Что такое рабочая память и зачем ее качать? Рабочая память — это не просто хранилище. Это мозговой процессор, который одновременно удерживает и обрабатывает информацию. Простая аналогия — оперативная память в компьютере. От ее объема и скорости зависит, сколько программ вы можете запустить одновременно без зависаний. Мы ее используем каждый день при решении задач. Например, считаем в уме, хватит ли денег на все продукты в корзине, а также при следовании инструкциям, обучению, чтению и пониманию новой информации. Любое новое знание сначала проходит через рабочую память. Зачем же ее тренировать? Прокачанная рабочая память — это как обновление вашего ментального компьютера. Вы сможете быстрее учиться и усваивать новую информацию, легче концентрироваться, не отвлекаясь на помехи, эффективнее планировать свои действия и решать несколько задач одновременно, лучше аргументировать свою точку зрения в споре. Рекомендуем вам 5 простых упражнений для тренировки рабочей памяти. Тренировать память можно так же, как и мышцы в спортзале. Главное — регулярность. Первое упражнение называется «обратный отсчет». Это классика. Не просто посчитать от 100 до 1, а сделать это с шагом. Например, от 100 отнимать по 7. 100, 93, 86, 79. Сложно? Начните с отнимания тройки от 50. Это заставляет мозг активно удерживать предыдущий результат и производить новое вычисление. Второе упражнение — ментальная карта комнаты. Закройте глаза и попробуйте мысленно обойти свою квартиру. Воспроизведите в уме как можно больше деталей: какого цвета обивка на стуле, сколько книг на полке, что нарисовано на календаре. Можно ходить по маршруту на работу, вспоминая все магазины и вывески. Это тренирует удержание и визуализацию сложной информации.
Третье упражнение — бег слов. Выберите длинное слово, например, самолетостроение, и составьте из его букв как можно больше других слов за 2 минуты. Нужно одновременно удерживать в голове исходное слово, буквы, которые вы уже использовали, и придумывать новые варианты. Четвертое упражнение — техника для памяти. Когда вам нужно что-то выучить или запомнить сложную инструкцию, работайте с информацией короткими интенсивными подходами по 25 минут. В это время концентрируйтесь только на задаче. Затем сделайте перерыв на 5 минут. Так вы не перегружаете рабочую память и даете мозгу время переварить и перенести информацию в долговременное хранилище. Пятое упражнение называется «Что я видел?». Положите на стол 5-7 разных предметов: ключи, телефон, ручка, монета, блокнот. Посмотрите на них 30 секунд, затем накройте тканью. Отвернитесь и попробуйте перечислить все предметы в деталях. Не просто ручка, а синяя ручка с белым колпачком. Постепенно увеличивайте количество предметов. Образ жизни играет важную роль для сильной памяти. Тренировки это хорошо, но без правильного образа жизни их эффективность падает. Поэтому сон — главный союзник. Именно во время сна мозг раскладывает по полочкам дневные воспоминания, перенося их из рабочей памяти в долговременную. Недосып разбалансирует вашу память. Также нужна физическая активность. Регулярные кардионагрузки — бег, плавание, быстрая ходьба — улучшают кровоснабжение мозга, в том числе зон, отвечающих за память. Не забывайте про правильное питание. Топливо для мозга — это омега-3 жирные кислоты, жирная рыба, орехи, антиоксиданты, ягоды, темный шоколад, зеленые овощи и сложные углеводы, цельнозерновые каши. Старайтесь научиться управлять стрессом. Короткий стресс может обострить память, но хронический разрушителен. Он буквально сжигает нейроны в гиппокампе, ключевой структуре для памяти. В этом вам поможет медитация, прогулки на природе, хобби. Помните, наша память — не статичный дар, а живой и пластичный инструмент. Понимая, как она работает, мы перестаем жаловаться на забывчивость и начинаем действовать. Регулярно тренируя рабочую память и ведя здоровый образ жизни, мы можем буквально перенастроить свой мозг, сделав его более сосредоточенным, быстрым и эффективным в нашем безумном информационном мире. Начните с одного простого упражнения сегодня, и ваш мозг станет работать намного продуктивнее, чем вчера.